Меня просто возмутило то, что я сейчас прочитал. И это после всей той информации, которая уже есть на канале. Мужчины продолжают совершать детские ошибки. А стыдно почему-то мне. Хочу ответить прежде всего тебе, мой подписчик. Сейчас мы обсудим то, что обсуждать не принято. Вслушивайся в каждое слово. Одновременно с этим я хочу, чтобы каждый досмотрел это видео до конца. Потому что однажды это может спасти вам жизнь. Я не преувеличиваю. В общем, сейчас все услышите сами. Были вместе с девушкой 5 месяцев. 2 из них жили вместе. 3 раза уходила от меня, потом возвращалась с красивыми словами. Вы только вдумайтесь. За 5 месяцев отношений девушка рушила их 3 раза. И причем не это самое даже печальное. Это женщина. Что с нее взять? Главное здесь понимать, кто она. Подходит ли она для отношений или нет. И это она уже доказала, что нет. Здесь вопросы к тебе. Как можно позволить себе такую слабость? Как можно к себе относиться так неуважительно, чтобы позволять вытирать об себя ноги? Да еще и не один раз. Возвращалась с красивыми словами. То есть здесь уже можно сделать вывод, что ты ориентируешься исключительно на слова. А то, что она предала тебя 3 раза, тебя почему-то это никак не смущает, никак не настораживает, никак не открывает тебе глаза. Ведь что-то в тебе все равно должно было сказать о том, что что-то здесь не так. Отношения не должны быть такими. Объявился бывший, с которым они были 3 года. В октябре того года она с ним поставила точку и уехала от него. Считай, бросила. Теперь он объявился и всячески ей пишет и звонит. Она мне врала, что с ним не общается, а на самом деле днем с ним, а вечером со мной. То есть о чем здесь еще говорить? Она тебе соврала. Для нормального мужчины, который уважает себя, этого достаточно. Но учитывая, какую слабость ты позволял себе до этого, то неудивительно, что ты это схаваешь. Об этом мы оба не знали. То есть ты и бывший не знали о том, что она встречается с вами обоими. Узнал позже, когда он сам мне написал об этом. Замечательно. Я тут же послал ее, она мне сказала, что ей нужно время разобраться в себе. Фраза, которая взаимоисключает сама себя. То есть ты ее послал, а девушка сказала, что нужно подумать. Скорее всего, ты ее послал так, что она даже не восприняла тебя всерьез. Как в принципе и всегда до этого. Потому что ты доказал то, что ты готов хавать это все. Поэтому не нужно здесь обольщаться. Это не ты ее послал, а она тебя послала. Причем не просто послала, а еще хуже. Она оставила тебя в подвешенном состоянии, сказав, что мне надо подумать. Я начал полностью ее игнорить и вообще никак не контактировать с ней. Да не начал ты ее игнорить. Ты ей в этот момент просто не интересен, не нужен. И то, что ты там молчишь, что ты изображаешь какой-то игнор, она даже на это внимания не обращает. Она испугалась, что может меня потерять навсегда. Как ты себе льстишь? Тут же вышла на связь, и мы встретились. Понимаете, да? Она не боялась тебя потерять навсегда. Она боялась того, что потеряет тот эмоциональный ресурс, который ты ей даешь. Тот комфорт, который ты ей даешь. Что говорит фраза «она вышла на связь, и мы сразу встретились»? Это говорит о том, что твой игнор и яйца выеденного не стоит. Начинать игнор без ощущения того, что ты с этой девушкой можешь уже никогда не встретиться. Без ощущения того, что ты для себя ставишь точку на этих отношениях. Начинать этот игнор бессмысленно. Начала мне говорить, что я безумно скучаю по тебе. Каждый день думаю о тебе, не хочу тебя терять. У меня к тебе есть чувства, и я тебя люблю. Все те слова, которые она говорит постоянно после своего косяка. Конечно же, ты развесил уши и все это схавал снова. Но для нее это не то чтобы не ценно. Для нее это некий входной билет, чтобы снова ты был у ее ножек. С бывшим она не может так сразу обрубить контакты, так как ей его жалко. Да, понимаете, жалко. На самом деле она не может обрубить с ним контакты, потому что она этого не хочет. А зачем ей заканчивать с ним отношения, когда к тебе нет никакого уважения, никакой значимости? Для женщины
невозможна любовь, если отсутствует уважение. Между ними можно поставить знак «равно». Поэтому уважение ты не заслужил. Ты для нее слаб, ты для нее тряпка, который по первому щелчку прибегает обратно, принимает ее обратно. Как я понял, он там вовсю написывает ей, давит на жалость. Как она могла так поступить и так далее. Как ты понял? То есть ты пытаешься, находясь в этом любовном треугольнике, что-то там понимать, о чем думает или пишет ее бывший. Ты только вдумайся в это. Тебе делать, что ли, больше нечего. От этого не легче мне. Нахожусь в подвешенном состоянии. Ну, о чем я и говорю. Девушка, которая по-настоящему испытывает к тебе чувства, она ни в коем случае не допустит твоих каких-то эмоциональных мучений, неопределенности. Она будет всячески подтверждать и доказывать свою состоятельность для отношений. Здесь нужно задаться вопросом другим. Почему ты позволяешь себе находиться в этом подвешенном состоянии? Вот о чем стоит задуматься на самом деле. Как ты допустил это? Она понимает, что таким отношением она меня отталкивает. И боится этого. Не хочет терять. Как вот мне нравится, когда мужчины занимаются таким самовнушением. Оправдывают свою слабость. Говоря о том, что она любит, она вот боится потерять. И поэтому она встречается в тайне с бывшим. Разве это не противоречит друг другу? Задай себе вопрос, а почему она боится тебя потерять? И не надо здесь говорить о красивых словах о любви. Любовь – это про другое. Это про жертвенность, это про отдачу, это про ограничения в каких-то аспектах своей жизни ради этих отношений. Здесь она не хочет тебя терять, потому что ты в каком-то плане удобный. Как я думаю, что если бы у человека действительно ко мне были чувства, такой ситуации бы не произошло. Вот. Ну хотя бы здесь, хоть на долю здравого смысла у тебя появилось. Да, хотя бы правильные вопросы в голове начали возникать. Это уже очень хорошо. Я люблю ее, сразу сказал, если ты готова идти дальше со мной. Если нет, то нет. А она сказала, что не может определиться. Сказала, не закрытый гештальт с бывшим. Ты не любишь, ты позволяешь себе хотеть ее. Позволяешь себе эту слабость. И все твои вот эти ультиматумы, что типа если ты со мной, то да, если нет, то нет. Они не работают. Ты доказал это и себе, и ей. Она прекрасно понимает, что в любой момент может вернуться, несмотря на то, что ты поставил ультиматум, начал игнор. Она невосприимчива к этому. Невосприимчива. Потому что ты дал некоторое закрепление всех этих действий. А она не может определиться. Запомни такое правило. Когда женщина хочет, она не будет сомневаться. Если она сомневается, считай, этих отношений уже нет. Позже позвонила мне и сказала, что ты сильный, ты справишься. Ты это уже проходил. А мне его жалко. Он боится меня потерять и жить без меня не может. Понимаете, да, как обернулось? Чувств у меня к нему нет, а к тебе есть. Вот, наконец-то она определилась, голубушка. То есть к тебе она испытывает чувства. И по твоей логике она должна выбрать тебя. Но нет. Она выбирает бывшего, которому не испытывает чувств. Вот к чему привела твоя слабость и отсутствие самоуважения элементарного. Я начал уговаривать логикой. Конечно, ну что еще делать, как проблемную девушку уговаривать логикой? Садиться с ней за стол переговоров и начинать приводить доводы. Женщине, которая врет, обманывает, разрушает отношения, изменяет. Для чего тебе это? Если у тебя нет чувств к нему, а ко мне есть, давай быть вместе. Ну и действительно, это логичный вопрос. Если ты говоришь, то у тебя ко мне чувства, ну давай быть вместе. Что может быть проще? Нет, это не про эту девушку. Логика в ее жизни отсутствует. Ей движут только эмоции. Если бы ты в своей жизни больше практиковался, общался с девушками, не с точки зрения завести какие-то отношения, ты к ним не готов абсолютно, а с точки зрения изучения механики,
выявления признаков непригодности на начальном этапе, чтобы не попадать в подобные истории, то было бы все иначе. Молчала. Понял, что не работает. Ну, слава богу, хоть здесь понял. Сказал: я тебя услышал, всего хорошего. То есть попытался взять снова на понт. Но не учел один факт, снова не учел, что она невосприимчива к твоим вот этим предупреждениям, угрозам о том, что ай-яй-яй, ты меня потеряешь. Да, я ставлю точку. Я ухожу в игнор. Она просто не слышит тебя. У нее в одно ухо влетает, в другое вылетает. Попросила меня нигде не блокировать, что еще позвонит. Сразу вспоминается фильм «Иван Васильевич меняет профессию». Когда жена уходила к режиссеру Якину и говорит Шурику: только ты меня пока не выписывай. Ну, все-таки мало ли что случиться может. А также и здесь. Только ты меня пока не блокируй. Мало ли, вдруг там с бывшим что-то не получится. Она мне вечером позвонила, сказала: нужно поговорить. Я приехал. Конечно. Ну, конечно, ты приехал. Ведь ты же попрощался с ней, поставил точку. Конечно, что же еще делать, кроме как лететь к ней навстречу по первому ее зову? Правильно? Начала говорить, что закрыла вопрос с бывшим, что у каждого своя жизнь. Я хочу быть с тобой. И я поверил. Ну, конечно, ты поверил. Как и десятки раз до этого. В тебе нет никакой осознанности, никакого здравого смысла. Стратегическое мышление у тебя отсутствует. Именно эти вопросы должны тебя волновать в первую очередь. Сейчас для нее ты ведомый болванчик, который верит каждому ее слову. Хотя поступки говорят с точностью об обратном. Провели ночь вместе, утром проснулась. Она сказала, что ты делаешь меня счастливой, я тебя люблю. Ну, снова заливает. Ей привезли кровать, я помог занести, собрать. Вечером начал звонить, писать. Бывший. То есть вечером ей начал опять названивать бывший, писать. Что жить без нее не может, как ты могла. На мои просьбы добавить его в ЧС, она отвечала так: я не могу его послать в ЧС, мне его жалко, а лучше буду игнорить. Ему будет так легче, когда он пишет, и со временем он поймет все и оставит меня в покое. То есть по факту она просто дала себе разрешение на то, чтобы с ним общаться снова. Втайне от тебя, конечно же, снова тебя обманывая. Важно ли ей то, что ты говоришь? Важно ли ей твое недовольство, твое негодование по этому поводу? Нет, потому что она понимает, что нужно всего лишь подобрать правильные слова, и ты всему поверишь. Ты всему поверишь. Я уехал от нее, так как хавать это я уже устал. Ну, на сегодня устал. Я думаю, завтра с новыми силами ты будешь готов это делать. Она, когда я уходил, сказала, что очень любит меня. Ну, конечно, надо же вдогоночку кинуть пряничек, чтобы ты в голове все это держал. Чтобы не расслаблялся, чтобы всегда был наготове выехать по первому зову, по первой смс-ке. Прошел час, я уже везде в игноре. Думаю, ладно, окей. Ну, собственно, как к своей жизни ты относишься? Ладно, окей. Так вот ты и относишься. Сейчас понимаю, что она говорила, что бывший ее на даче в выходные дни, следовательно, диван собрать занести некому. Вот она и поманила меня. Как только все было сделано, меня выкинули. Ну, хотя бы ты это осознал. Это уже маленький такой плюс среди огромного неосознанного твоего поведения. Важно только, чтобы ты, после того, как тебе эти правильные мысли приходят, пытался их сублимировать в действия, в реальные действия, настоящие, честные по отношению к самому себе. Если ты ставишь точку, ставишь ее навсегда. Если ты идешь в игнор, иди и не оглядывайся. Ты должен быть готов потерять ее. Ты должен быть готов, что она не напишет. Именно тогда это имеет смысл. И именно тогда это работает. Это проверено. Просто непонятно, зачем говорить так красиво, а поступки говорят об обратном. А потому что такой человек. Если бы ты в самом начале выявил типаж данной девушки о том, что она проблемна, что она для отношений не подходит, то подобных вопросов ты бы уже не задавал. Не все женщины одинаковы, не все подходят для отношений, не все пригодны. На самом-то деле,
Я скажу больше. В наше время 97-98% непригодные абсолютно, вообще никак. Вот такая правда жизни. Я признаю, что потерял себя, залез в такую эмоциональную жопу. Отлично, первый шаг сделан. Признание того, что ты сам же несостоятелен. Не в состоянии объективно мыслить, принимать решения, оценивать потенциальную кандидатку. Раньше я таким не был. Я имел девушек, и все было хорошо. Но потом в какой-то момент я решил для себя, что нужно влюбиться. И вот она именно в этот момент и появилась. Какой вывод мы из этого делаем? Что как только ты влюбился, тебе конец. Что такое влюбился? Это позволил себе неконтролируемое желание, похоть, страсть, желание отключить мозг и идти на поводу своих эмоций. По факту женское поведение, которое адекватному, нормальному мужчине не свойственно. Мне все уже говорят, что я олень, и я сам это понимаю. На самом деле очень похвально то, что ты к этому приходишь. Ты осознаешь это, но этого мало. Это только первый шаг. Прозрение – это первый шаг. То, что ты смотришь контент, какие-то вещи для себя понимаешь, осознаешь. Это создает такой ложный уровень экспертности. И тебе кажется, что ты владеешь всем этим. Ты владеешь ситуацией. Ты можешь прогнозировать женщину. Но все-таки без практики, без реальных действий, это все пустое, это иллюзия. Это то же самое, что играть в гоночный симулятор, при этом не умея водить автомобиль в реальности. За компьютером ты Шумахер, ты обгоняешь всех, прекрасно входишь в повороты, и у тебя создается ощущение, что когда ты сядешь в настоящий автомобиль и поедешь, все будет точно так же. Но так это не работает. И важно запомнить такую вещь, что мужчине никогда не стоит отключать свой разум. Потому что как только ты его отключаешь, ты передаешь бразды правления девушке, неосознанной, которая подвержена эмоциональным колебаниям. Ты передаешь власть в ее руки. А если эта девушка проблемная, непригодная, как вот в данном случае, то это выльется вот в подобную историю. Я их получаю каждый день. Это не что-то уникальное. Были ли у вас в жизни подобные ситуации вот на грани абсурда, когда ваш разум был настолько затуманен, настолько вы были одурманены этой страстью, что это привело вас к закономерному финалу? Поделитесь в комментариях и будем на связи.